Всем привет. Очень красивая задача, мне кажется. Дан треугольник АБЦ. В нем проведена медиана БМ. И угол А равен 30, угол БМЦ равен 45 градусам. И нужно найти угол МБЦ, то есть угол альфа. Я запишу, что БМ – это медиана. Медиана. Ну и все, и требуется найти угол альфа. Все вроде понятно. Иногда зритель спрашивает, как вот научиться так красиво решать задачи, додумываться до оригинальных решений. Есть такой английский способ. У английского садовника спросили, как вам удается получить такой красивый газон? Он ответил, ничего особенного, нужно просто его подстригать. И через 300 лет у вас получится красивый газон. Ну, в этом есть резон. Чтобы научиться решать задачи по геометрии, нужно их решать в больших количествах. Подсматривать и запоминать красивые идеи, красивые оригинальные ходы, устойчивые комбинации, и все будет хорошо. Но вот здесь что можно сделать? Можно рассмотреть угол, смежный с углом 45. Получим 135 градусов. Тогда вот этот уголок будет 15 градусов. О чем это мне говорит? Что треугольник АБМ задан с точностью до подобия. То есть у него углы 30, 15, 135. Все. Я обозначу сторону АМ за единичку, прямую. И тогда БМ я могу найти по теореме синусов. Правда, не хочется возиться там с синусом 15 градусов, но тем не менее. Найдя БМ, выразив через углы и эту единичку, мы рассмотрим треугольник МБЦ, который также будет задан двумя сторонами и углом между ними. Он определен, значит, я смогу найти угол альфа по теореме синусов, либо косинусов и все дела. Но не хочется этим заниматься. Тогда я постараюсь найти какое-то оригинальное, красивое решение. И вот что мне приходит в голову. Ну, поскольку я много занимаюсь задачами и их придумываю, и часто задачи придумываются под уже готовое решение, но тем не менее. У меня есть угол в 30 градусов. Ну и мне хочется как-то связать этот угол с прямоугольным треугольником. Поэтому либо из B опустить высоту на продолжение стороны АС, либо из С провести перпендикуляр. Тогда я получу прямоугольный треугольник с углом 30 градусов. Ну, согласитесь, что нормальная, здравая, разумная мысль. Поэтому если МС также единичка, то окажется, что катет, лежащий против угла в 30 градусов, то есть катет CH, будет равен половине гипотенузы АС, тоже равен единице. Здорово. А что еще провести здесь можно или хочется? Вот мне, например, хочется провести всегда медиану прямоугольного треугольника к гипотенузе. Медиана прямоугольного треугольника, проведенная к гипотенузе, равна половине гипотенузы. Значит, MH равно тоже единице. Стоп. У меня получился треугольник MHC, он равносторонний. Все. Значит, первый шаг был CH перпендикулярно АБ, а второй шаг уже треугольник MHC равносторонний. Что это дает? Ну, это дает его углы по 60 градусов, верно? Значит, угол HMC будет 60 градусов. Значит, угол, дополняющий этот угол до 60, вот этот, розовый, будет равен 15 градусам. Здорово. Итак, угол HMC 60, тогда угол HMB 15. Отлично. Ну, тогда я вижу равнобедренный треугольник. Узенький такой. Вот я его закрашу. Наверное, тоненький. Вот, вот. Равнобедренный треугольничек. И запишу густо-зеленым цветом. Треугольник MHB. Густо не получился. Равнобедренный. Равнобедренный. Что отсюда следует? Отсюда следует, что HB сторона равна HM и равна единице. HB равна HM равна единице. Ну все, задача решена. Видите где? Видите как? Скажи, а где ты увидишь? Много всего тут нарисовано. Надо рассмотреть прямоугольный равнобедренный треугольничек. У него катеты 1 и 1, верно? Вот этот прямой уголок. И я рассматриваю в качестве уже финального шага треугольник BHC. BHC. Это равнобедренный и прямоугольный треугольник. Ну, тогда угол B в нем 45.
часть его 15, на альфа остается 30. Все. Угол HBC равен 45 градусов, альфа 30, задача решена. Ну, я вижу, к примеру, еще одно продолжение этой задачи, этого решения. Посмотрите, если я рассмотрю окружность с центром в точке H. С центром в точке H. Ведь HM, HC и HB – это радиусы. Следовательно, проведя вот эту окружность с центром в точке H, я приду к выводу, что вот этот уголок у меня центральный, он 60, а наш зеленый вписанный, вот он, вписан в эту окружность. Он равен половине центрального угла, равен 30. Это одно из возможных продолжений. Я буду рад, если вы пришлете свои решения. До новых встреч. С вами был Валерий Казаков.